Кавказ – это уникальное место, где живет около 50 народов. Многие из них живут на этих землях более 3000 лет, другие пришли в результате завоеваний или миграций. Цель этого проекта – показать историю, культуру и обычаи кавказских народов из глубокой древности и до наших дней. Возможно, ни о ком больше на Кавказе не выдумали столько мифов, сколько о чеченцах. В начале 2000-х на телевидении выходец из Чечни означало то же самое, что бандит, боевик и вообще виновный во всех бедах человек. Сегодня я вас познакомлю с этой нацией и попытаюсь изменить ваши впечатления о ней. Напоминаю, что вы можете помочь этому каналу, подписавшись и выслав это видео знакомым. А мы начинаем. Уже начиная с 9 века в летописях отслеживается племенная общность нахских народов – дзудзукети. Ныне их потомками являются ингуши, чеченцы и бацбийцы. Это был этноязыковой союз, но начиная с 12 века восточные нахские общины постепенно начинают складываться в отдельное племя – нохчи. Существует несколько гипотез, откуда началось объединение, но именно оно и стало основой для создания чеченского этноса. К 18 веку большая часть восточно-нахского населения уже называла себя нохчи, а само слово «чеченцы» упоминается в конце 17 столетия. Так как чеченцы являются одним из наиболее многочисленных народов Кавказа, это часто создавало ситуации, когда в их социуме не хватало консолидации. По ходу экспансии на Кавказ российское государство часто пользовалось отсутствием единства у чеченцев и вело политику мягкой силы. Это давало свои плоды. Часть чеченских обществ вступила в российское подданство еще в 17 веке. Нужно отметить, что по факту они, как и до этого, жили только по своим законам. Но на тот момент даже невмешательство части чеченцев в усиление российского влияния на Кавказе было достаточно. К 18 веку позиции нового гегемона становятся слишком сильными, чтобы учитывать чье бы то ни было мнение. Поэтому, как и на Западном Кавказе, долины заселяются казаками. Начиная с 1720 года осуществляются систематические военные экспедиции в Чечню, что вызывает ненависть у местного населения, а по итогу ответное нападение на казачьи станицы. В 1785 году появляется человек по имени Мансур, называющий себя имамом, то есть богословом, и духовным главой Кавказа. Он настаивает на отказе от местных чеченских обычаев в пользу исламских, а также взывает к джихаду, священной войне с язычниками. Эта идея очень удачно ложится также и на политическую плоскость. Османы видят в нем отличного союзника, а его единомышленники появляются не только в Чечне, но и в Дагестане, Ингушетии и Кумыкии. Но наибольший очаг восстания вспыхнул за Кубанью. На этом канале вы можете найти видео о защите адыгами своих земель. И хотя шейх Мансур был захвачен в плен, его движение вдохновило многих кавказцев. Но не все в Чечне были согласны с такими методами. Достаточно значимой личностью на Кавказе начала 19 века стал Бейбулат Таймиев. Его целью было объединение чеченских обществ и взаимовыгодные отношения с российским государством. Он был близок к тому, чтобы Чечня стала автономией. Но его планам не суждено было сбыться, потому как в соседнем Дагестане появился еще один значимый имам, взывавший к джихаду – Гази Мухаммад. Кавказская война возобновилась с новой силой, а после сдачи в плен имама Шамиля чеченцы сами подняли восстание. Байсангул Биноевский, Ума Дуев, Атабай Атаев, Султан Биноевский и еще многие сыны чеченской земли стали известными военачальниками и отважно показали себя в этой войне. Но уже спустя год мятеж был подавлен, и война на востоке Кавказа была окончена. Нужно сказать, что чеченцы не смогли свыкнуться с новыми условиями и систематически поднимали мятежи. С захватом власти коммунистами многие кавказцы возлагали надежды на изменения, и они действительно случились. Только стало еще хуже. Мусульманам нельзя было посещать мечети, священнослужителей убивали или высылали. Всячески велась война с инакомыслием, а земледельцы были недовольны политикой насильной коллективизации.
Возобновляются волнения. С 1920 года и до начала Великой Отечественной войны в Чечено-Ингушской области случается 12 восстаний. Понимая, что советское владычество не удалось установить на этих землях, в 1944 году чеченцев и ингушей выселяют в Казахстан. В качестве обвинения называя абсолютно бессмысленные доводы. В итоге из-за нечеловеческих условий и полного отсутствия подготовки к данной затее по пути погибает почти 25% выселенных. В 1957 году чеченцам позволили вернуться домой. Позже выселение будет названо политической ошибкой. В 1991 году в Чечне произошли выборы, где победу одержал Джохар Дудаев. Он же объявил о независимости. Естественно, в Москве это желание отклонили. В 1994 году оппозиция вышла на митинг, добиваясь отставки Дудаева. В итоге начались боевые столкновения между официальными чеченскими силами и оппозицией, получавшей помощь от Российской Федерации. Когда выяснилось, что сместить Дудаева силами его оппонентов не получается, Ельцин подписал указ о введении войск в Чечню. Всего война длилась почти 2 года и закончилась подписанием соглашения, де-факто указывающего на независимость Чечни. Но официально с этим никто не согласился, ожидая возможности поквитаться. И такая возможность появилась в 1999, когда Шамиль Басаев атаковал несколько сел в Дагестане. Это стало поводом для начала боевых действий. Но эта война отличалась тем, что часть чеченских элит заняли позицию Москвы в этом конфликте, что дало основание называть чеченцев, защищающих свою землю, боевиками и пособниками ваххабитов. Нохчи снова столкнулись с той ситуацией, когда часть общества хочет стабильность, пускай и за частичную автономию, а часть ставит свободу выше всего. Все как 200 лет назад, в годы Кавказской войны. До XII века чеченцы были язычниками, но после из соседней Грузии на эти земли попадает христианство. Однако смешивается с местным язычеством и по сути не имеет сильного влияния. По факту до конца XVIII века большинство населения поклонялось местным божествам, пока шейх Мансур не начал свою миссию, сделав неоценимый вклад в исламизацию всего Северного Кавказа. Мусульманские законы иногда входили в конфликт с местными обычаями, адатами. Как вы могли заметить, почти у каждой кавказской нации существует свой кодекс чести. Такой же есть и у чеченцев. Называется он кёнахала, а достойного человека, выполняющего его, называют кёнах. Такой мужчина служит только своему отечеству и семье и никогда не поступается своим достоинством. Чеченский народ делится на тейпы – общности людей, связанных по отцовской линии. А союз нескольких тейпов называется тукхум. Именно этим в отдельных случаях объясняется обособленность действий чеченцев, так как каждый тейп или тукхум обладает свободой собственной воли. Но все они – нохчи. Спасибо за просмотр. Чтобы увидеть следующие выпуски, не забывайте подписываться. Напишите в комментариях, что вы знаете о чеченцах и на какие темы хотели бы увидеть дальнейшие видео. И, как обычно, мир вашему дому. Hasjetta egne červeta, maršalaš kühütühü, Ljež bolču hak entineta, Svolollahan noh čüčü, La ilaha illallah.
çudallahu la ilahe illallah usul basan okçucu. Лечен охел хардяш гоза Арана жайхана шты Махкана дьялар гдулоксар Ела лосан нохчичу Вейде гнех керсеш ю алу Вей ирсан дайна ды Ларюэлла ховеш чудалла Бусул басан нохчичу Ла илаха илла